Мгм. Друзья, всех приветствую. Предновогодний выпуск. Не знаю, какой по счету. Так, значит, вкратце расскажу, какие у нас последние новости. По новостям очень коротко сегодня пройдусь, потому что, в принципе, у нас есть на сайте. Также есть у нас телеграм-чат новостной, где можно с ними знакомиться, и наверняка вы уже с большей частью их знакомы. Вот, давайте я сразу сегодня перейду к делу. И, кстати говоря, задавайте ваши вопросы на любом языке. Значит, ребята перевод сделают, я вам отвечу. А позднее у нас будут субтитры, как обычно, доступны на 14 языках мира. Так уж сложилось, что проект у нас уже международный, что не может не радовать. Так, ну мы приняли участие, основное событие выставки VETEX. Вот, на нем мы продемонстрировали новый проект «Вода» и получили достаточно много предложений интересных о реализации в той или иной локации. Вот. В частности, буквально вчера была у нас делегация крупного застройщика, называется Sustainable City. Одну из деревень, которые они здесь строят у нас в Дубае, это называется Sustainable City. Также они ведут застройку в Омане, Кувейте и в Шардже. Ну и там речь у нас шла о том, чтобы мы возвели наш прототип, который в себя включает две технологии: и вода, и ветер. Прототип рабочий, прототип высотой 156 метров. Вот. И, собственно, на 10 число мы договорились, что встретимся, будет наш генеральный конструктор участвовать в этом, значит, в этой встрече. Кстати говоря, наш главный проектировщик, да, правильнее сказать, его имя Александр Елизаров. Все знают аппарат Елизарова. Вот. Если не знаете, то загуглите. Это сын того самого изобретателя, который создал уникальный совершенно аппарат и поставил на ноги много-много тысяч людей абсолютно во всем мире. И сейчас весь мир его технологией пользуется. Вот, объект, о котором идет речь, он в себя включает, значит, возможность получения энергии как с помощью ветра, так и с помощью воды. Но при своем объеме он все еще останется прототипом, но уже рабочим. Мы планируем с него получить порядка 3 мегаватт электрической энергии. Значит, и здесь у нас хорошая возможность испытать две технологии сразу же в одном объекте. Эти технологии друг от друга могут работать спокойно, могут работать друг от друга отдельно, но первый объект, где мы можем протестировать две технологии, конечно же, это интереснее. И самое, что, наверное, позитивное, да, если мы в проекте «Ветер» должны были бы реализовать полноценный жилой дом или административные там здания, да, и требуется, конечно, немалые финансовые вложения, и плюс те, кто будут вести застройку этих самых жилых или административных помещений, они, конечно, задают вопросы, не будет ли там шумно, не будет ли там каких-то негативных воздействий и так далее. Ну, я-то понимаю, что их не будет, но они же просто девелоперы, поэтому у нас задача с появлением проекта «Вода», она упрощается. Вот, и давайте сейчас перейдем к прототипу. Покажу вам прототип, который мы значит, продемонстрировали на последней выставке VETEX. Как это работает, да? То есть у нас есть, ну, в данном случае, труба, наполненная жидкостью. Эта жидкость – это обычная вода самая. Вот, давайте поближе подойдем. Вот. И здесь мы используем силу Архимеда.
И закон Ньютона, да? Когда есть у нас сила притяжения, есть сила выталкивания воды. Как это работает? Вот мы сейчас видим, шаттл движется у нас вниз. Здесь есть генератор, который непосредственно встроен. Здесь несколько таких кассет. Это диодная лента и это выработанная энергия в процессе движения этого самого шаттла. То есть в центре этого гидрошаттла есть труба. Когда он идет наверх, значит, вода, выдавливая его, просачивается, да, через центр, и там вращается у нас турбинка. Затем, достигнув точки, значит, воздух сбрасывается через клапаны, и, соответственно, он становится тяжелее, чем сама вода, и вот приходит он сюда у нас вниз. Работает Ньютон в данном случае. Можно прям поближе показать, прям вот этот самый генератор и так далее. Вот. У нас уже много гостей было в офисе, им было очень интересно. Вот видите, вращение у нас сейчас магнитов, вот они, катушечки, да, и вот выработана электрическая энергия. Давайте понаблюдаем немного. Вот в данном случае правый гидрошаттл, он уже имеет два генератора, левый имеет один. Там, вот это более продвинутая версия. Это вообще в целом 9-я версия прототипа. Вот. Ну, конечно, у нас уже понятен перечень усовершенствований для 10-го прототипа. Первый прототип это вообще была, в принципе, такая труба. Это была труба, и в этой самой трубе была помещена. У нас, кстати, кто-то из инвесторов был как раз в этот момент в Сочи, в нашем офисе, и в эту самую трубу небольшого диаметра буквально была погружена майонезная банка, а снизу аквариумный компрессор. Через аквариумный компрессор воздушный был подан воздух, и эта банка поднялась наверх. Ну, очевидцы, конечно, были удивлены столь непонятным и необычным для них занятием. Вот. Ну, в тот момент я им сказал, что это вообще-то на самом деле генератор энергии, который еще пока не существует. Ну, вот такие первые примитивные испытания мы провели. Также мы уже получали критику. Вот, мы участвовали с этим проектом негласно, участвовали, значит, в выставке Технопром. Это очень большая технологическая выставка. Там большое количество научных сотрудников, ученых участвует. Вот. Ну, в 80% мы всегда получали положительный отклик, а порой иногда люди говорили о том, что это целый вечный двигатель. Вот. Ну, ребят, здесь абсолютно речь не идет ни о каком вечном двигателе. Вот. И в дискуссиях, там, по-моему, преподаватель физики какого-то института был, да? Значит, в дискуссии с ним мы выяснили, что все-таки это не является никаким вечным двигателем. Почему? Потому что если гидроэлектростанцию рассмотреть, когда облака переносят воду, и эта вода потом стекает по руслу реки и вращает турбины, то тогда можно тоже, в принципе, это назвать вечным двигателем. Но он говорит, ну это природа так работает. Я говорю, так здесь тоже природа так работает, потому что этот эксперимент, подобный буквально с майонезной банкой, да, в трубе может каждый провести у себя дома на кухне и убедиться в том, что вода, объекты, которые легче ее самой, они выталкиваются, да, как подводная лодка. Да, вот у нас, если ей нужно погрузиться, она набирает в свои трюмы воду, становится тяжелее, и у нее происходит процесс погружения. Если нужно ей подняться, она освобождает себя от этого балласта и выпрыгивает, значит, на поверхность. Технически очень все просто здесь. Значит, в первом прототипе, в нашем, вот 156-метровом, вес такого гидрошаттла, если здесь у нас 3,5 килограмма, то там он будет порядка 5 тонн. Вот. Ну а когда уже мы перейдем после теста на более-менее крупном, значит, рабочем варианте, мы уже перейдем на, значит, на гидрошаттл массой 100 тонн. 100 тонн обещает нам дать хороший объем электрической энергии. И также хочу дополнительно сказать, что вот воздух, который мы здесь сейчас подаем,
поднявшись наверх, ну, все понимают, что если труба будет 500 метров или километр, то гидрошаттл, он продолжит путь и наверх, и вниз. Другое дело, что усилия для того, чтобы подать воздух в него, потребуется больше. Но это абсолютно нас не пугает. Почему? Потому что воздух, который будет находиться в реальном гидрошаттле, он будет находиться под высоким давлением. И это даст нам возможность при сбросе его в атмосферу рекуперировать повторно в энергию, используя дополнительную турбину, именно воздушную. Ну, у нас на самом деле на YouTube есть ролик, где показаны, как открываются клапаны, как это поднимается, как эта рекуперация происходит. В общем, пожалуйста, знакомьтесь, интересуйтесь. Вот. Ну, что, давайте перейдем. Так. Ну и относительно, значит, относительно интереса к нашему проекту, у нас уже была встреча в Индии, город Чандихар. Так, и, значит, встреча была у нас с доктором Харчараном Сингх Ранута, вице-президент Индийской Федерации Ассоциации Объединенных Наций. Вот. Ну, на самом деле человек этот достаточно влиятельный на территории Индии, имеет контакты с администрацией не только города Чандихар, но и даже в некоторых странах за рубежом. Вот. Встреча прошла. Значит, в ответ на эту встречу, значит, у нас буквально вчера в офисе был его представитель. Я сейчас зачитаю, чтобы так безошибочно было. Значит, доктор Манвиндер Сингх Ранута. Это молодой предприниматель, который верит в большие мечты и упорно трудится над их воплощением. По данным Cheikh100.com, в 2020 году он был включен в список 100 самых влиятельных сингхов мира в возрасте до 30 лет. Манвиндер имеет степень магистра университета Ковентри, Англия. Вот. Ну и достаточно много еще у него других регалий. И, в общем, мы договорились, что 2-3 января значит, я вылетаю в Индию, повторно в город Чандихар, для встречи с одним из людей, которые, значит, деятельность которого относится непосредственно к энергоснабжению. Город я забыл, рядом с Чандихаром, буквально вот самый ближайший. Пенджаб, да, город Пенджаб. Так, ну вот это, в принципе, если так сходу, да, что-то сказать. Так, ну дополнительно, кстати, ребят, на последнем эфире я говорил о том, что мы ожидаем делегацию в лице высшего руководства Дубай, и я был уверен, что она нас посетит. Вообще мне было обещано, что это случится в этом году, но до конца этого года осталось примерно 30 часов. Не знаю, может быть, и они приедут. Но если нет, то я уверен, что, значит, в январе это событие также произойдет. Ну, в общем-то, почти каждый день у нас бывают гости, которые планируют развивать этот проект на разных территориях разных стран. Ну, на самом деле, подробнее мы об этом будем в выпусках новостей наших рассказывать, с фотографиями, с видео, как это все происходило и что мы обсуждали. Так, что у нас? Давайте, ребят, перейдем к сообщениям. Так, ну я вижу, как всегда, старых наших друзей. Сергей, приветствую. Симона, Максим, здрасте. Так, значит, Паван пишет, что давайте уже на хинди или на английском, пожалуйста, прямые эфиры. Ребят, на самом деле при изучении иностранного языка, вот
как-то все происходит так, что через 15 минут я возвращаюсь к своим техническим изделиям, и все мысли начинаются, и все мысли идут именно о них, о разработке технологических. Поэтому затруднительно языки изучать, ну и тем более иметь язык на таком уровне, чтобы говорить в прямом эфире. Поэтому давайте так, я сейчас. Так, ну не ждите от меня, пожалуйста, что я на всех языках мира способен буду выдавать прямые эфиры. В общем-то, я в основном по техническим изделиям. Просто-напросто задайте вопрос сегодня здесь. Я отвечу на него. И, соответственно, будет у нас перевод немного позднее. Так, Ангел ТВ с Новым годом. Так, Анил Кумар пишет, этот проект уже запатентован. На самом деле, патент по проекту «Вода» у нас сейчас получен в Сингапуре, в Сингапуре и России. Ну, мы, как обычно, патентуем в большом количестве стран. Проект достаточно новый, поэтому у нас пока только есть 2 патента на изобретение. Так, вопрос от инвестора. Можно ли проект «Воду» устанавливать в существующих зданиях? Ну, смотрите, пока мы в реальном объекте не проведем испытания, я думаю, вряд ли кто-то будет готов встроить это в существующее здание. И кроме всего прочего, ребята, вот у любого объекта есть какой-то разумный предел, да? Ну, например, автомобиль. У нас автомобиль, там, как правило, там, ширина 2,10 или там, 2 метра, да, и длина 5 метров. Если добавить пару метров в длину или в ширину 1 метр, то уже достаточно трудно, да, то есть это уже не будет являться оптимальным размером. Аналогично можно сказать о самолете и так далее, поэтому гидроэлектростанцию можно, оптимальная высота, минимальная, это порядка 100 метров потребуется, да. Ну и тем более, что все это нужно хорошенько испытать, убедиться в том, что конструкция надежная, она выдерживает. Какие-то все равно там моменты будут, их нужно контролировать, автоматизировать и так далее. Макеш, hello. Макеш, Hindi, translate maybe 3, maybe 5 days, no problem. Today I no have Hindi. Так, вопрос. Какой источник воды будет использовать проекта «Вода»? Значит, ну, источник у нас ближайший источник, понимаете? То есть это у нас воду мы один раз заливаем, и потом по мере убывания, ну, как аквариум у кого-то, если дома есть, с рыбками, да, по мере убывания нужно просто-напросто эту воду добавлять. Ну, у нас, конечно же, будет закрыта эта труба для того, чтобы излишнего испарения или попадания какой-либо пыли можно было избежать. Поэтому можно ли устанавливать в существующих зданиях? Давайте дождемся первый объект, и тогда мы утвердительно сможем на этот вопрос ответить. Предварительно, я думаю, что можно, но нужно провести испытания. Так, вопрос от инвесторов. Используется, да, именно вода, самая обычная вода, пресная вода. Так, если температура в стране минусовая, вода станет льдом. Ну, на самом деле вы правы. Ну, не хочется применять какие-либо химикаты, но мы все знаем, что есть жидкости, которые выдерживают температуру и минус 30, и минус 35, да? Поэтому давайте пока сделаем просто с водой, а потом уже будем думать, как это сделать там, в северных регионах и так далее. Так, ну вот, Ангел пишет, когда у нас первые объекты будут, я думал, уже в этом году начнется стройка. Вот. Ну, на самом деле, такие ожидания были, также у меня, потому что
Вот в августе у нас был очень хороший диалог с высшим руководством Дубая, где было черно по белому сказано, что данную технологию нужно представить значит, агенту, значит, агенту по электросетям и воде компания Дива. То есть у нас уже на этот счет, в принципе, была разработана дорожная карта. Но, значит, старт вот этому знакомству с Дивой, он должен был состояться после визита высшего руководства Дубая, которого мы очень ждали, но вот пока оно еще не приехало. Поэтому здесь, наверное, культура, местная культура такая, как бы никуда не торопиться, никуда не спешить. Ну, на самом деле, ребята, это нас нисколько не тормозит. Почему? Потому что мы видим, что ну, вот самый активный диалог сейчас, он идет с Индией, да. Кстати, да, вот, друзья, по памяти я вам еще хотел сказать, что мы участвовали в выставке в Германии, Ирена, она, по-моему, называлась, выставка возобновляемых источников энергии, где мы представляли проект «Ветер», и, собственно, нам выдали серебряную медаль. Серебряную медаль. Я, кстати, вас всех поздравляю. Так, добрый вечер. Почему выбрали Индию для своего проекта и какие трудности вы ожидаете при его запуске там? И какая страна, по вашему мнению, наиболее благополучная для реализации? Ну, наиболее благополучная для реализации это прежде всего та, где местные власти значит, будут нас поддерживать в том смысле, что просто не препятствовать нашей деятельности по реализации такой инновации. Вот. Ну и я думаю, что уже где-то до 5 января у нас будет фотография, видео встречи, которая пройдет в январе. И там мы уже будем иметь имена, должности, кто участвовал в этой встрече и о чем мы договорились. Ну, Индия проявляет наибольшую активность. Интерес, да, есть. У одних, у других, у третьих, но Индия, она вот прям не откладывает это все дело, поэтому вполне возможно. Ну и кроме всего прочего, преимущество в том, что понятно, что стоимость строительства в Индии, она будет в 3 раза ниже, чем, например, в какой-либо из арабских стран, например, Саудовская Аравия или там Дубай. Поэтому это тоже преимущество, это нужно учитывать. Так, вопрос, когда будет выход на биржу? То дивиденды будут всех проектов, ведь компания в целом выходит на биржу. Ну, смотрите, мы на биржу сейчас ни на какую не выходим. Это вообще абсолютно пока преждевременно. На биржу выйти – это самое простое, наверное, что вообще можно придумать. Поэтому в этом смысла сейчас пока никакого нет. Мы прибыли еще не получили ни разу. Поэтому давайте построим первый объект, покажем, как это работает. Начнем продавать лицензии, начнем получать прибыль, и выход на биржу себя не задержит. Да? Пока рановато, ребят. Ну, конечно, мы должны это сделать, потому что инвесторы, они ожидают доход. Так, 100 метров длина, так можно ли здание 50, а длина заглубляется в землю? Я думаю, что не надо этого делать, потому что подземное строительство, оно, как правило, от 10 и более раз дороже, и проблемы с обслуживанием начнутся и так далее. Ну, можно, я думаю, в принципе, гипотетически можно, но, опять же, нужно отталкиваться будет от первого реализованного объекта высотой как минимум 156 метров. Так, можете сказать, что по острову Елена? Меня интересует не меньше, ибо это ваша родная страна. Значит, по острову Елена мы участвовали в Восточном экономическом форуме по рекомендации администрации президента. Со слов организаторов, письмо официальное я на эту тему не получал. Вот, мы материал направили, значит, сам проект, концепцию проекта мы направили губернатору. Вот, направили письмом, потому что люди там взрослые, наверное, им привычнее на бумаге вот открывать, прям на стол положить, чтобы на столе полежало.
полистали, там, гостям можно показать электронное письмо, они так показывать не будут. Значит, у нас запросили материал в электронном виде из администрации губернатора. Пока это все. Так. Дмитрий Проничев, когда повышение стоимости? Ну, если мы говорим о проекте «Вода», то сейчас инвестирование в этот проект доступно только для инвесторов «Ветер» и «Город». Почему? Потому что мы на предзапуске. То есть у нас сайт «Вода», он еще в тестовом режиме работает, и какие-то могут быть кнопки не работать. Но не в этом, конечно же, дело, а в первую очередь мы должны дать возможность инвестировать по низкой стоимости относительно той, которая будет позднее, именно нашим старым друзьям, которые верят уже в нас не первый год, которые следят за новостями и которые искренне желают нам роста и прогресса. Так, Симона пишет, сколько будет производить электроэнергии 20-этажное здание, комплекс, какова стоимость самого ротора? Симона, ну смотрите, здесь недостаточно параметров. Скорость ветра. Если скорость ветра на местности 4 метра в секунду, то мы получим 1 единицу энергии. Если скорость ветра на местности 5,5 метров в секунду, то мы уже 4 единицы энергии там, или 3,5 единицы энергии можем получить. Понимаете? Поэтому нужно нам сначала иметь характеристики ветровые, постоянность этого ветра. Ну и вообще архитектура здания, она тоже непосредственно участвует во всем этом. И, кстати говоря, друзья, мы заключили договор с Московским государственным строительным университетом, который обладает невероятно продвинутой инфраструктурой для значит, исследования объектов нового типа на предмет нагрузок, ветровых нагрузок. Это как раз тот период, когда нам это нужно, и поэтому мы заключили с ними договор, мы уже его оплатили. Значит, и модель 156-метрового объекта, это где вода и ветер, мы уже им передали. Результаты мы должны будем получить, ну, примерно к 20 февраля. Речь идет о нагрузках ветровых, для того, чтобы насколько этот объект будет устойчивый, учитывая значит, факторы внешней среды. Так, Александр пишет, а кто золотую медаль получил, если не мы? Золотую медаль, я, честно говоря, не знаю, кто получил. Но вообще статистика такая. У нас в этом году порядка, наверное, 12 выставок было. Ну, и у нас, кстати, порядка 12 выставок было. Как правило, ходишь по выставке, ничего нового особо не открываешь. Практически все одинаково. И даже посетители выставки это отмечают. Так, сколько всего раскуплено акций проекта «Вода»? И второй вопрос, приезжал ли в итоге в офис к вам глава ОАЭ? Ну, вообще главу ОАЭ мы не ждали. Мы ждали значит, Дубай. Ну, не главу, опять же, а одного из наиболее влиятельных лиц на территории Дубая. Вот. Значит, по поводу количества проданных акций, надо на сайт зайти, посмотреть. Ну, порядка, может быть, 0,3-0,4% от общего количества. Так, вопрос от инвестора. Какая сумма нужна? Какая сумма требуется для строительства технологий в долларах? Сколько средств нужно собрать методом краудинвестинга? Но опять же, если мы говорим, допустим, о Японии, то я не могу сумму назвать, потому что цен я не знаю. Если мы говорим о Дубае, то у нас железобетон порядка 5-6 тысяч долларов. То есть стандартные конструкции, необходимые для того, чтобы инфраструктуру туда разместить. Сама инфраструктура, ну, я думаю, процентов, наверное, 15-20 от стоимости объекта будет стоить. Вот. Но если мы говорим, опять же, про Индию, то сумма там потребуется меньше. И это очень хорошее преимущество.
А также преимущество в том, что у них есть прям живой интерес, и они, не откладывая, даже готовы встречаться буквально сразу же после Нового года. Так, значит, вернется ли копилка в личный кабинет, или она не оправдала себя? Ну, в том виде, в котором она была, да, она себя не оправдала. Она вернется, ну, в каком-то лайтовом варианте, лишь только с целью того, чтобы всем было комфортнее. Вот такой вариант сейчас мы ищем, и она будет. Но первый вариант, который был, он оказался неэффективным. Так, каковы минимальная высота и Земли, сколько требуется для проекта воды, сколько электроэнергии она будет производить? Ну, если мы говорим об объекте 156 метров, который в себя будет включать 8 или 12 гидрошаттлов, каждый из которых будет массой 5 тонн, плюс ветроэлектростанция, значит, мы планируем порядка 3 мегаватт получить. Объем земельного участка, размер земельного участка 3500 квадратных метров, 3,5 гектара. Да, ребята, и, кстати, отметьте, пожалуйста, то, что мы не зависим. Есть ли на улице солнце, есть ли на улице ветер, если мы говорим о проекте «Вода». Он просто работает, вот как вот сейчас я здесь нахожусь. Да, сейчас у нас есть внешний источник питания, от которого запитан компрессор. Да, сейчас та энергия, которая вырабатывается, она вот в виде свечения диодной ленты. Но если мы гидрошаттл извлекаем, замеряем объем выдаваемой им энергии, замеряем объем потребляемой энергии компрессором, то мы приходим к выводу, что вот такая труба, она на высоте 50 метров уже безубыточной становится. При том, что сам гидрошаттл, он далек от идеальной конструкции, то есть в том смысле, что там можно еще много что добавить. Вот, например, у нас первые были с одним генератором, вот сейчас одна у нас позиция появилась с 2 генераторами, но мы так понимаем, что даже и 3 генератора, и 4, они также достаточно усилий для того, чтобы они вращались. То есть если мы туда ставим 4 генератора, то объем вот эта точка безубыточности, она само собой становится ближе. Вот. Ну и кроме всего прочего сказать, это все сейчас работает, это выглядит так. Ну, в реальном объекте там будет все поинтереснее. Сейчас некоторые вещи пока еще рановато о них объявлять. Еще там много что можно патентовать, много что можно дорабатывать. Поэтому некоторые вещи пока мы о них не говорим. Так, вопрос от инвестора. Когда вернется копилка? Будет ли бонусное начисление хотя бы для лидеров? Вы, на самом деле, ребята, если интересуетесь такими вещами, вы, пожалуйста, предлагайте свои варианты, а мы их рассмотрим. Потому что, ну, я лично в основном как-то по технике, мне интересно, да, вот по изобретениям. Изобретать что-то вот маркетинговое, ну, это возможно, конечно, но это, честно говоря, очень скучно. Поэтому, если от вас будут предложения, то это будет хорошо. Мы их обязательно будем рассматривать. Может быть, проведем голосование какое-то. Ани Кумар Ани Кумар, здравствуйте. Да. Так, Денис, поговори с техслужбой, ибо довольно часто происходят сбои при входе на сайт у российских граждан. Да, ребят, относительно российских граждан и так далее, и России, наш сайт там фактически не работает. Это связано с тем, что нет в России закона о краундфандинге. Поэтому у нас нет лицензии на деятельность на этой территории. Поэтому, ребят, или VPN пользуйтесь, или я не знаю, что вам еще посоветовать. Ну, заверить вас в том, что мы там наладим все, там, мы договоримся, это абсолютно бесполезно. Бесполезное занятие. Почему? Потому что вообще Россия — это 1,5% населения планеты.
Вот, в России не имеет каких-либо энергетических проблем. Вот, и поэтому там речь идет иногда о зеленых источниках энергии, но там нет острого дефицита. Поэтому кого-то пытаться убедить в том, что мы должны это сделать здесь и сейчас там, и так далее, это, я думаю, уйдет на это очень много времени, смысла в этом нет. Да, так что, ребят, стабильного работы сайта не предвидится на территории. Вот. Ну, впрочем, как и некоторых вещей, там, например, Инстаграм, он не работает, да, без VPN. Если мы в Китай приедем, мы убедимся в том, что там не работает YouTube. Если мы приедем там, в Сенегал, то там тоже какие-то свои варианты могут быть. Это руководство местных этих территорий принимает решение, чему быть, а чему не быть. То есть, ну, вступать с ними в диалог на эту тему у нас времени нет, да и желания особого, потому что это бессмысленно абсолютно. С учетом временных затрат, конечно, можно им все объяснить, рассказать. Так, сколько будет стоить лицензия вода и какой процент получат инвесторы? Здесь, смотрите, процент, какой получит, я не определяю. Здесь определяет, будет определять собрание, да, собрание акционеров. То есть, я напомню, что наша деятельность, она будет заключаться именно, основная деятельность заключаться будет в продаже лицензий. То есть, как таковых, каких-то грандиозных расходов или не грандиозных, но их абсолютно не предвидится, да. То есть у нас нет цели там строить, приобретать какие-то краны, бетонные заводы и так далее. Абсолютно нам это не требуется. Все, что нам нужно, это реализовать первый объект, привлечь для этого квалифицированных строителей, контролировать то, чтобы они исполнили этот проект в соответствии с чертежами, в соответствии с проектом, показать, что это все работает, и тогда мы начнем продажи наших лицензий. Расходы для этого, я думаю, не знаю, там 1-2%, наверное, будут от общей выручки, и то меньше, я думаю. Поэтому процент, он в тот момент и определится. Его пусть определит собрание. Так, Вики Саксена, если я правильно читаю, идея создания ветер и вода вместе. Ну, если вы спрашиваете, вместе ли они появились, то нет, проект «Ветер» он появился раньше намного, а здесь сейчас эта идея, она родилась, кстати, с помощью вот того самого высшего руководства Дубай, которое задало вопрос, а сколько будет стоить объект без жилья? То есть без жилья с той целью, чтобы посмотреть, убедиться, прежде чем вкладывать большие деньги, что это устройство работает, что оно жителям мешать не будет и так далее. И вот когда такая цель была поставлена, за год до этого уже было изобретение вода, просто я встроил эту самую воду в этот объект, в концентраторы, да, этого ветра. И, в общем-то, вот тот объект, который сейчас есть, он у нас появился. Так, Люся Шашкова. Только что вошла на эфир, не могу попасть на официальный сайт. Люся, я уже говорил. Значит, у нас нет лицензии на деятельность на краундфандинг на территории России, поэтому наш сайт вряд ли когда-либо там будет работать стабильно. Вы можете использовать VPN, только в таком случае, значит, на него попасть. Как я уже и говорил, в общем-то, и, собственно, и другие мессенджеры, и Так. Ага. Зачем строить здание с использованием двух технологий вода и ветер? Значит ли это, что ветер сам по себе не сможет работать в полную силу? Да нет, конечно же не значит. То есть просто мы в одном объекте испытываем две технологии, но они друг от друга отдельно совершенно спокойно могут работать. Ветроэлектростанции, они еще ветростанции,
Они до нашей эры еще работали, ну а сегодня они могут также работать, только уже на более высоком уровне, потому что появились более подходящие материалы для этого. Так, какой вдохновляющий момент подтолкнул вас к созданию вашего последнего изобретения? Как вы видите его влияние на будущее? На самом деле изобретений много достаточно, да, в голове просто. Ну, концентрация сейчас на основных. Значит, а что подтолкнуло? Я так не могу вспомнить. Ну вот, видите, если вы спрашиваете рецепт, то наличие достаточного количества информации предоставит вам возможность собирать эти самые новые конструкции. То есть если вы знаете, как устроен там, пароход, самолет и другие устройства, как это все, сколько это весит, из чего это сделано, как это все взаимодействует с друг другом, то тогда в какой-то момент детали одну берете отсюда, другую отсюда. То есть вот фактически подводная лодка, да. Ну, кстати, были предложения, а что если в океан такой гидрошаттл запустить? Ребят, в океане он работать не будет. Он работать будет, но не настолько эффективно. Почему? Потому что просто, ну давайте представьте ручеек, да. Вы ставите на его пути турбинку, поток, если некомфортно потоку пройти через вашу турбинку, то он просто-напросто будет обходить эту самую турбинку стороной, да, может быть, там поменяет свое направление целый ручей и так далее. А в данном случае, если мы имеем замкнутый объект с границами, а расстояние от гидрошаттла до стенки буквально там миллиметры, вот, то это эффективнее работает. Почему? Потому что в воде некуда деться, она не может просачиваться, да, в таком объеме вокруг этого гидрошаттла, поэтому она вынуждена проходить через сосуд в центре, вращая, делая эту работу, вращая эту самую нашу турбинку. Наверное, кстати, говорят, давайте на следующем эфире гидрошаттл прям вот поставлю на стол и прямо его по деталькам разберу. Если интересно, покажу, как это все устроено. И разберу, соберу, и прям мы его запустим туда вот. Основные элементы, из основных элементов там он будет состоять, я не знаю, там 4-5 деталей, может быть, которые можно будет в течение 2-3 минут собрать и буквально его запустить в работу. Так, ну вот рекомендации объединить в одно здание, так будет хороший запас энергии. Ну, вполне как-то, да, это вообще возможно, но пока рано об этом думать. Так, по поводу сайта. Ну, на самом деле у нас домен, он вообще-то .com, это международный. Это именно речь идет не о том, чтобы зарегистрировать где-то адрес, а именно о том, что... Ну, давайте так, что такое интернет? Просто, наверное, это всем будет интересно, многим будет интересно. Интернет это как, вот, допустим, 30 лет назад не было интернета фактически, но были при этом, значит, сооружения, содержащие в себя некоторые объемы знаний. Например, это библиотека. И вот, посещая эту библиотеку, находя нужную книгу, вы с ней знакомитесь, получаете информацию и удаляетесь. А сейчас, сидя у себя дома, вы имеете через провода доступ фактически к любой библиотеке. Но ваш доступ из вашего дома контролирует государство. Поэтому если государство не хочет и считает, что вы не должны посещать какую-то библиотеку, которая находится там, за пределами государства или там, еще где-то, или она считает, что содержание этой библиотеки не несет для вас никакой пользы, они просто-напросто этот кранчик перекрывают. И поэтому в некоторые библиотеки человек попасть не может. Вот граждане Китая, они, например, они YouTube не видят, они даже не знают о его существовании. Почему? Ну, потому что правительство Китая считает, что не нужно посещать YouTube вот, их гражданам. Так, когда будет возможность инвестировать в вода всем желающим? Сколько вам нужно ждать? Сколько нужно нам ждать? Ну, вообще мы планировали 15 января уже запустить инвестиции для всех желающих. Так,
Саксена спрашивает, какова полная форма слова «вода». Ребят, вот если у нас ветер расшифровывается как Wind Energy Technology Era Renewable, то вода пока никак не расшифровывается. Просто она так хорошо, это слово звучит, созвучно, мы его пишем через точки. Может быть, у кого-то возникнут какие-то версии, и расшифровка появится. Не всегда есть время для того, чтобы придумывать какие-то вот оригинальные вещи в плане расшифровок, да, так сказать. Да, ребят, еще новость у нас. Сегодня мне пишет один наш инвестор и говорит о том, что вот появился проект «Зеркала». И что-то очень сильно похож личный кабинет на наш. Не случилась ли кража? Ребят, никакой кражи не случилось. Значит, в общем-то, небольшая, но хорошая новость. Смотрите, вот у нас сейчас есть нами созданный сайт. Сайт создан за счет наших инвесторов. Личный кабинет, там, лендинг, да. И, соответственно, это имущество наших проектов. Буквально там 5 или 6 месяцев назад ко мне обратился изобретатель. Вот, он гражданин Румынии, имя его Василий. И он сообщил мне о том, что у него есть изобретение. Изобретение – это зеркало, в которое вы можете увидеть себя с обратной стороны. Это, конечно, типа, я подумал, как это вообще возможно, да, зеркало и увидеть себя с обратной стороны. Вот, он меня пригласил к себе в офис, и действительно я увидел зеркало, в которое можно себя увидеть с обратной стороны. И первое, что я ему сказал, ну, я поздравляю вас, вы будущий миллионер. Он так, почему? Я говорю, ну, потому что я понимаю, что такая вещь через 5-6 лет или там будет в каждом магазине, потому что дамы, они особо желают знать, как они выглядят с обратной стороны, поэтому я считаю, что этот продукт будет пользоваться популярностью. И мы предоставили в аренду наш кабинет. Обратите внимание, не в распоряжение, а именно в аренду. То есть код нашего кабинета, он доступен только нам, его невозможно скопировать, забрать, для того, чтобы кто-то его копировал, кто-то им пользовался. Мы просто передали его в аренду за 10% от всех привлеченных инвестиций. Я считаю, что этот стартап, он может привлечь в первый год существования и 500 тысяч долларов, а может быть и даже 5 миллионов долларов. Это будет уже зависеть от команды, которая работает над этим проектом. Поэтому, ну вот 10% и раз в 10 дней эта сумма будет поступать нам также в чат, Telegram, где наблюдательный комитет будет эту сумму фиксировать. Это нам дополнительные средства для работы. То есть если мы получим сумму там, даже по итогам года, например, 50 тысяч долларов, но это как минимум мы сможем где-то 7, а то и 10, а то и 12 выставок посетить с нашими разработками, да, дополнительно. При этом ничего абсолютно не теряя. Абсолютно ничего не теряя, потому что сделать такую копию, немножко там подредактировать, это особо много времени не занимает. Финансовое выражение это буквально там 3-4 тысячи долларов. Вот. И уже на момент существования проекта этого 3-4 дня, да, мы уже практически вернули наши расходы на то, что мы эту работу по редактированию под них кабинета сделали. Значит, относительно планов этого проекта, значит, насколько мне известно, есть план построить фабрику, насколько мне, значит, у меня есть информация, есть план получать патенты. Также в большом количестве стран сегодня сделана заявка по получению патента на это устройство во Францию. Получена, по-моему, оформлена, по-моему, заявка PCT. Вот. Ну и, конечно же, автор планирует также в как можно большем количестве стран, значит, это устройство запатентовать. Значит, исследования мы проводили на предмет патентоспособности этого изобретения. Были похожие вещи
И причем даже в 2012 году, по-моему, даже там компания Panasonic. Но на эту тему мы с автором изобретения обсуждали, да, он говорит, здесь есть значительные отличия. У меня здесь есть умный свет, а это определяющий фактор в качестве работы такого устройства. И есть еще там дополнительные вещи, которые действительно это делают, эту вещь делают легко применимой, вот, и удобный в использовании. Поэтому я этому проекту лично желаю всего самого наилучшего. И если в какой-то момент автор Василий будет смотреть этот эфир, я считаю, что перед вами открывается большая перспектива. Желаю вам успехов в этом деле. Ну, с нашей стороны какие-то подсказки, там 20 минут в неделю, вполне 30 минут можно будет выделить. Пожалуйста, давайте растите, развивайтесь. Но, ребят, если у вас есть какие-то вопросы там по что будет, когда будет и так далее, у меня этой информации нет, пожалуйста, обращайтесь к автору. Ссылка на этот проект, она у нас будет здесь в эфире. Да, и, кстати говоря, друзья, значит, буквально неделю назад мы участвовали в саммите, инновационном саммите, который проходил в городе Чандихар. Организован он, значит, Артемом Леоновым. Сайт International Academy Startup Brokers, значит, также адрес этот есть по трансляции. Артем, значит, сделал очень хорошее мероприятие, значит, за что я высказываю свою благодарность и признательность. И хочу сказать, что Артем, он также идет нетоптанными дорогами, то есть у нас появился интернет, появилась возможность обратиться с помощью интернета к большой аудитории, запускать таким образом проекты. Но нужно ведь разбираться в этих проектах. Каждый человек не может быть специалистом в том или ином деле, поэтому Артем, он запускает школу «Стартап-брокер», где есть уже наработанный достаточно объемный материал по оценке любого стартапа. То есть есть некий перечень вопросов, значит, есть возможность там рейтинг, да, делать тому или иному стартапу, анализировать от начала и до конца, и также продюсировать эти стартапы. Вот у вас, если кто-то из друзей хочет запустить стартап, есть какая-то идея свежая, и он уже подустал ходить по всяким фондам, там, по всяким бородатым дядькам, так сказать, да, по-доброму, то, пожалуйста, ребята, обращайтесь к Артему. Артем уже имеет хороший опыт, он уже в этом вопросе, этими вопросами он занимается уже более 3 лет, и сейчас, я большего профессионала в этих вопросах не встречаю, поэтому я рекомендую консультироваться с ним, предлагать ему стартапы, чтобы он рассматривал стартапы и так далее. То есть у нас вот такое комьюнити складывается, которое хочет извлечь пользу из проектов, которые будут появляться в будущем. Так, сейчас, секундочку. Ага. Хадиб Сингх. Интересует его очень проекты «Ветер и вода», и не напрасно. И хороший интерес, и не зря будет этот интерес у вас в итоге. Так, Денис, вы у нас скоро повелителем стихий будете. Да нет, ребят, таких амбиций абсолютно нет. Есть просто желание предложить альтернативу источникам энергии, которые несут вред окружающей среде. Вот. Вообще любая хозяйственная деятельность человека, она, скорее всего, вносит дисбаланс в жизнь всего нашего общества, живых существ на планете. Но есть вещи, которые меньше дисбаланс вносят, а есть, которые больше. Вот хоть мы сейчас предлагаем те, которые вносят существенно меньше, могут внести существенно меньше дисбаланс, при этом не снижая уровень жизни человека. В общем,
наверное, это все, ребят. Спасибо вам за внимание. Поздравления с Новым годом. Наверное, сделаем завтра. И выпустим его в эфир. Еще пока не делали, времени совсем не было. Очень много перелетов. Те, кто значит, в друзьях в Инстаграме, они это все видят. Ребят, и, кстати говоря, вот новости мы публикуем. На самом деле их раза в 4 всегда больше. Ну, просто не хватает времени для того, чтобы там объяснить, кто к нам приехал, что сказал. Да, в общем, там нам это и не нужно. Все идет по плану, все идет хорошо. Просто поверьте, что новостей очень-очень много. И на январь месяц тоже у нас много хороших новостей. Сейчас они в процессе подготовки. Поэтому, друзья, всех с наступающим Новым годом. Увидимся в следующем году. Всего наилучшего.